О, дедуля, блинчики, я не буду, спасибо. Спасибо. Пойдем кушать блины. Пойдем. Сегодня у нас, ребят, блины. Это ультракомпактный, ультратонкий, его высота от байонета всего сантиметр. Супер легкий, я его взвесил 59 грамм. Автофокусный, вы только прикиньте, автофокусный. Фикс 28 миллиметров со светосилой. Тут даже язык не поворачивается его назвать светосильным. В общем, дырка f4.5. Объективчик от Viltrox. И первое впечатление, когда я его взял в руки, да блин, что на него можно снять? И это просто крышка для байонета. Посмотрите, как уютно камера выглядит в комплекте с этим объективом. И, честно говоря, я думал, что объектив будет безобидным, как песик. Он вах как удивил. Я устроил для себя челлендж. И как только поставил его на фотоаппарат, отправился снимать студийные портреты. Вот фоточки. Ну а после серии с Ланой я решил закрепить результат в тревел-фотографии. И сейчас я могу смело сказать, что это однозначно лучшая затычка для байонета, когда-либо сделанная. И стоит она всего $99. Сколько? Поверьте, для такого чуда это адекватная цена. Да ты шо? Меня зовут Максим Густарев, и сегодня у нас обзор на эту, заметьте, автофокусную печеньку. Не, ну его реально спутать с печенькой Орео. А также я покажу, как прокачал его до аноморфотного DIY Франкенштейна, который дает киношную картинку с сохранением автофокуса. А еще этот объектив оказался просто имбой в макрофотографии, что стало для меня неожиданным. В общем, заваривай чаек, печеньки уже есть, поехали. Начнем с базы. Поставляется объектив в мини-коробке с макулатуркой. В общей степени он сделан из пластика и алюминиевого байонета. Хоть и передняя линза очень маленькая, оптическая схема все-таки здесь не пинхольная. Тут у нас как-никак 6 элементов, включая 2 сферических и 2 сверхнизкодисперсных. При всей внешней скромности у этого объектива достаточно большое количество стекла. Здесь всего лишь одна оптическая группа, поэтому все линзы склеены друг с другом и приводится в движение все это линейным звуковым мотором в зависимости от того, сфокусируетесь вы на бесконечности, либо на минимальной дистанции фокусировки, вы будете перемещать группу линз взад-вперед. Можно так. И при фокусировке на бесконечности группа линз перемещается внутрь камеры, передняя линза прячется за пределами внешнего пластика. Таким образом вы защищаете линзу от дождя, снега. Я спокойно снимал под снегом, никаких проблем нет, капельки туда не падали. Забавный факт, получается, сейчас идет снег, и из-за того, что я фокусируюсь на бесконечности, линза уходит достаточно глубоко внутрь, она не выпирает, и получается, что снег падающий не попадает на переднюю линзу, потому что даже одна снежинка, если упадет на эту линзу, то, в принципе, картинка будет запорота. Но тут у нас всплывает неоднозначный конструктивный нюанс. Задняя линза, она достаточно большая, выпирает за пределы самого байонета, и если вы положите объектив на стол, вы его можете поцарапать. Поэтому всегда, если вы не используете объектив, закрывайте байонет крышечкой. А передняя линза при хранении у нас закрывается вот такой маленькой шторкой, что тоже очень удобно. Перед тем, как перейти к чисто техническим характеристикам, я выскажусь. Этот объектив не сравнится по качественным характеристикам с любыми другими праймами, а местами даже с зумами. Он темный, немного мыльный в углах, и в сравнении лоб в лоб мало кто его предпочтет условной 35-ки. Кстати, это одна из причин, почему Viltrox не выкатили этот относительно экспериментальный объектив в массу без подготовки. Они запустили краундфандинговый проект, показали, что могут сделать, и набрали средств куда выше, чем планировали. И тут я абсолютно не удивлен, ведь они создали самую компактную full-frame затычку для фотоаппарата. Он имеет автофокус, и он полностью меняет представление о фотографии. Это абсолютно одноручный объектив, потому что камеру можно включить, смотрите. Включаю одной рукой камеру и мизинчиком так, опа, открываю затвор.
Поэтому у этого сетапа есть неоспоримое преимущество. Когда вы фотографируете модель, одна из ваших рук всегда свободна. Снимая на эту печеньку, единственное, с чем я могу сравнить полученный опыт, так это со съемкой, ну не знаю, на суперкомпактный кропнутый Canon EOS M, который является APS-C матрицей, одной из самых легких. Ну, либо если сравнивать уж, если на то пошло, с мобильной фотографией. Фокусные расстояния 28 мм здесь получаются однотипные. Но это full frame со всеми его преимуществами: широченным динамическим диапазоном, глубиной цвета и следящим фокусом, который даже и не снится ни Canon EOS M, ни мобильной фотографии. Фокусное расстояние 28 мм для нас является абсолютно знакомым. Ровно такое фокусное расстояние на камере 1X на айфоне. А давай левым глазом на камеру, а другим глазом на фотоаппарат. И именно поэтому эти картинки, очень легко сравнить, что я и сделал. При визировании фрейма на экранах разницы, разумеется, нет. Даже закрадываются мысли, а действительно ли нужен этот сетап. Но как только ты видишь результат, сразу понимаешь, насколько ужасна и вычислительная фотография на мобильных устройствах, которые делает слоеный пирог из света и тени, и насколько малый сенсор убивает объем. В оригинале 35-мм сенсор с родной виньеткой объектива совершенно иначе раскрывает пространство. Даже с аналогичной 100% глубиной резкости мы имеем две абсолютно разные картинки. И еще более заметна эта разница в съемке портрета. Как-никак Full Frame сенсор размывает фон, дает натуральное боке, а самое главное, не выравнивает цвет-теневой рисунок в плоский блин. Аналогично с этой печенькой мы можем сравнить китовый объектив 18-55, потому что 18 мм на кропе кэноновском 1.6 на пересчете на Full Frame тоже дает 28 мм. Мы получаем аналогичный угол обзора, но признаюсь, Sony A7C с печенькой выглядит как бы, куда более крохотным, чем и так малюсенький Canon EOS M. Ну и качество картинки, само собой разумеется, коррелируется с размером сенсора. Так как мой основной рабочий сетап это Full Frame A7C и условные Sigma Art 24 либо 85, вместо того, чтобы таскать с собой дополнительную камеру, я просто кину в боковой карман эту печеньку. И в любой момент, просто прогуливаясь со съемки домой, зайдя в кафешечку, я сниму свой тяжеленный прайм, надену вот эту печеньку и отсмотрю фотографии, и в любой момент смогу сделать стритовый кадр. Как я и говорил, я затестировал Viltrox-ченьку в Travel Photo. Это мини-вложик от Максима и Инны. Мы едем в Хальштатик. На эти предрождественские выходные мы гоняли с Инной в Хальштадт. Очень уютный городок в самой глубине австрийских Альп. Идеальный для однодневной прогулки. И с собой я взял связку 28-мм печеньки для основных стрит-сцен и 75 мм f2 для съемки гор. И если честно, за всю поездку я практически не снимал 28 мм. В большей степени из-за удобства его использования. Моя камера просто лежала в кармане куртки, и когда я видел какой-то классный кадр, я его доставал, фотографировал и засовывал обратно. Греть ручки. Прикольно. Вам не нужно крутить фокус руками, потому что здесь линейный звуковой мотор. И тут совсем нет никаких движимых колец. Здесь фиксированная диафрагма f4.5. Не закрыть, не открыть. f4.5. Кто бы мне сказал, что я на такие дырки буду снимать? Темно, да? Но на самом деле для дневной стрит-фотографии, опять же, вполне достаточно. На ISO 100 он спокойно осиливает дневные сцены. Из-за малой светосилы у объектива гиперфокал находится на малом удалении. Навскидку бесконечный фокус начинается где-то с пары метров. Для стрит-фотографий это идеально. Даже условный светосильный зум с дыркой f2.8 на фокусное расстояние 28 мм в стрите даст вам полное покрытие резкости без бокешки. А тут как бы вы имеете аналогичный рисунок, только с весом в 12 раз меньше. Если что, я сравниваю с новым зумом 2470 f2.8 Sigma Art. Знаю, я этим сравнением натянул сову на глобус, но опять же, что вы мне сделаете? Я снимаю на печеньку.
На самом деле бэкешка у печеньки есть. Спасибо 35-мм сенсору за это. Даже диафрагма f4.5 может размыть бэкграунд, но при условии достаточно близких фокусировок. С расстояния метра мы имеем очень мягкий рисунок в боке. Можно приблизиться к объекту съемки еще ближе, МДФ тут 32 см, что, конечно же, немало для такого фокусного расстояния. Уверен, многим это не понравится, но, увы, такие особенности конструктива оптики. И даже с этими параметрами картинка может выглядеть мягкой и акцентированной. Отделать нечего, вы этот объектив можете поставить на макрокольца. Но делать этого я, конечно же... Буду. Удивительный объектив — это ваша печенька. Из-за того, что у него в сравнении с другими объективами очень маленькая оптическая группа и низкая светосила, он выдает просто запредельное качество вставленными макрокольцами. В моем случае ширина макроколец около 1,5 см, но даже такое малое расширение рабочего отрезка позволяет получить магнитуду, близкую к профессиональным макролинзам. Вот, к примеру, кадр, снятый на Viltrox Chenko, а вот такой кадр мы имеем на TT Artisan 100 мм f2.8 с магнитудой 2х. При этом мы как бы получаем отличные оптические качества не только в центре, но и по краям кадра. А самое главное, картинка не выглядит плоской. Сейчас я говорю о перспективном объеме. Как вы думаете, почему я люблю ширики? Ровно потому, что картинка на них, в отличие от телевиков, сильнее искажает перспективу. У большинства макрообъективов фокусное расстояние начинается от 100 мм. Понятное дело, любая снятая на них картинка будет плоской. И если хочется макро с широкой перспективой, то Viltrox Chenko на макрокольцах уже ближе к Laowa Probe 24 мм f14. Опять же, я сейчас говорю не о магнитуде увеличения, не о глубине резкости, а больше о характере перспективы картинки. И однозначно этот комплект буду использовать для подсъема крупных кадров оборудования для своего ютубчика, ну, либо буду снимать клоузапы глаз модели, это разбавит ленту моей фотографии. Ведь даже с диафрагмой f4.5 картинка выглядит артистично. За автофокус тут отвечает двигатель с звуковой катушкой. Он точный и быстрый, позволяет в следящем режиме фокусироваться по глазам. В динамичных сценах, когда меня пытался сожрать лебедь, я спокойно зажимал спуск затвора и получал серию отличных кадров с этим сорванцом. Нет, ничего. Что ты хочешь? Само наличие АФ в таком крохотном объективе с ценой в 99 баксов считаю ультимативной фичей, делающим печеньку уникальной и не имеющей аналогов. Первое, что приходит на ум, конечно, родной панкейк от Sony 20 мм f2.8, но мы его, ребят, отметаем, он кроп. У Seven Artisan есть мануальная 35-ка f5.6, но у нее нету автофокуса, и она более чем в 2 раза длиннее печеньки от Viltrox. Все остальное, что я нашел, ну, шляпа какая-то. В пасмурную погоду днем с дыркой f4.5 ISO 100 можно будет юзать выдержки около 0,01 секунды. Для динамики этого мало, но размытие в движении, думаю, это дань традициям стрит-фото. Можно прям представить, что ты какой-нибудь Анри Картье-Брессон, только не с лейкой, а с печенькой. А что у нас по качеству? На удивление, с такой микроскопической передней линзой мы получаем отличную разрешающую способность, которая спокойно уделывает 24 мегапикселя по центру. К углам, конечно, появляется небольшой софт, а в контрастных участках вылезает хроматика. Если смотреть на фото в общем масштабе, ну, ребят, вообще пофиг, все эти операции пренебрежимо малы. Зайдите ко мне в телеграм-канал, я туда закинул RAW-файлы, скачайте, откройте, покрутите, все выглядит достойно. Дисторсия и вингетирование у стекла есть, но они полезные. Давайте объясню. Дисторсия тут не сильная, и она вогнутая внутрь. Это намного лучше, чем выгнутая бочка. Исправлять ее рекомендуется только в том случае, если у вас в кадре есть явные прямые линии. В портретной фотографии вогнутая дисторсия позволяет без регистрации SMS сделать с модели небольшую пластику, сужая ее тело, при этом даже не заходя в модуль Liquify. Виньетка же дает плавное затемнение от центра к краям, что тоже является хорошим визуальным акцентом на портретируемом. И то в большинстве фотографий править не хочется. К примеру, я в своей серии из Хальштата этот модуль оптики вообще отключил и сохранил естественный вид аберрации. Но мне приятно, что в Lightroom и камера RAW профиль исправления дисторсии имеется. Интересным решением разработчиков было добавить 8-угольную накладку на переднюю линзу. В результате солнце у нас отбрасывает 8 лучей, как будто я снимаю на 8-лепестковую прикрытую диафрагму. Класс, есть. Круто. Еще один забавный факт. Яркий источник света, выходящий за пределы кадра в очень узком секторе, бросает боковую засветку. На солнышко сейчас посмотри. Как видите, при наличии засветок Офигенски.
картинка остается достаточно контрастной и чистой. Нос поднимай наверх и такая... Давай еще раз. Только да, покерфейс, да. И крутишься. Офигенски он выглядит. Пурфект. Кстати, если вы еще сомневаетесь, что на этот объектив можно делать крутые портреты, посмотрите серию с Валерией, которую сделала Инна. Это просто разрыв сердечка, насколько артистично Инна раскрыла этот объектив. Вообще, зайдите к ней на страничку и поставьте лайк. Касаемо аноморфотного DIY, у меня есть вот такой аноморфотный объективчик на iPhone от Ulanzi. И его мы можем спокойненько, без каких-либо насадочек, нацепить на печеньку от Viltrox, разумеется, на двухсторонний скотч. Благо дело, у Viltrox передняя сторона объектива, она гладкая, и к ней хорошо цепляется двухсторонний скотч. С AliExpress я заказал вот такие двухсторонние липкие силиконовые кругляшки. Я их вот так порезал на кусочки. И тут у нас получается два варианта крепления. Если мы устанавливаем аноморфот на объектив через проставку силиконовое кольцо, аноморфот начинает отходить на небольшое расстояние, там буквально на полмиллиметра, на миллиметр от объектива. Таким образом, мы начинаем терять фокус на бесконечности. Это классно, чтобы снимать, к примеру, на MDF, но если вы хотите поснимать уже куда-то в бесконечность, то нужно городить какой-то другой колхозный способ, который позволит вам максимально глубоко впихнуть аноморфот, приблизить его к объективу. Опять же, этот DIY-проект в моем исполнении реализуется с помощью говна и палок, в данном случае двухстороннего скотча, поэтому как попрет, так и пойдет. Беру двухсторонний скотч, цепляю его сюда. Готово. И момент истины. Шпык. Есть. Аноморфот готов, ребят. Можно идти снимать. Поэтому, ребят, опять же, для меня Viltrox Chainka стала открытием года. И мне кажется, тут самое время сказать о КПД. Это такой условный параметр, полезность объектива для каждого из фотографов. Я как портретный фотограф его не буду использовать как основной объектив для съемки девочек. Для этого есть там 35-ка, арт, либо 24 мм f1.4 арт, светосильная, широкая, классная, с классной пластикой. Этот объектив я 100% буду использовать для подсъемки макрокадров для своего ютубчика. В путешествии на него снимать одно удовольствие, чисто из-за его веса и компактности. И даже аноморфотный сетап с ним оказался вполне рабочим, а самое главное, все это добро помещается в карман куртки. И стоит он $99. Ну, ребят, вот как ни крути, что бы вы мне ни говорили, для меня она стала, опять же, откровением 24 года. 100% он отправится ко мне в арсенал. Какой в арсенал? Я его в штанах постоянно буду с собой таскать. Пишите в комментарии, удивила ли вас эта печенька, так как она удивила меня. Классная. А также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. С наступающим, ребят, вас Новым годом. Увидимся, пока. О боже мой. Место преступления, кажется, здесь завалили карлика. Как тебе здесь? Нравится. Хе. Такие короткие снежинки. Смотри, что есть. Это блинчик.
О, нет, они сейчас столкнутся. Через 4, 3, 2, раз. А давай пройдем. Келю, Я знаю, как дела? Он меня просто покусывает.